Я всех приветствую. Меня зовут Альмира. Если кто-то новенький, да и канал у меня, в принципе, новенький, поэтому еще раз представлюсь. Я биоэнергетик, я практик. У меня есть 3,5 года уже опыта. Вместе с обучением, конечно же, я иду с мастером, я не сама, но я уже и обучаю людей, и имею возможность практиковать. То есть уже определенные уровни доступа. И я решила все-таки вести канал на YouTube по той простой причине, что я поняла, что даже в процессе своего обучения мне было очень тяжело найти какую-то достоверную информацию, которая работает именно на практике. Например, про наше тонкое тело, про наше энергетическое тело, которое называется аура или биополе, или наша биополярная энергия. Она у нас цветная, она у нас достаточно большая, может быть, от 2 сантиметров и до 90 километров. У Будды была такая аура по преданию. Вот. И про наши чакры. Что это такое и как их развивать, как их увидеть, как их прокачивать, как сделать, чтобы они становились открытыми и яркими. Я практически вообще не нашла никакой информации именно такой, которая работает. Какие-то пересказы, какие-то частично правильные слова, но по факту пришлось методом тыка самому и с учителем, благо она у меня видит, энергии, и корректировать вот это все и развивать. Поэтому я решила все-таки давать информацию, которая именно ее видно, что она работает. Не просто от балды. Что вот, да, пробуйте, оно работает, ну, вы почувствуете. Нет, мы именно реально видим, что это работает. То есть есть человек, который видит энергии, который может подтвердить, да, Альмира, вот это работает, вот это не работает. Все, вот это делай, вот это не делай, потому что толку нету, зачем тратить время на то, что не работает. И блокируют зрение вот это вот духовное ребенку. И по моим наблюдениям, примерно после 4 лет большинство детей не видит тонкий мир, хотя с детства, с рождения они имеют такую, вот эту ситху, видеть именно энергии. Да, вот эту вот способность. То есть это как бы по умолчанию к нашему телу прикладывается с рождения, но мы настолько забыли, что это вообще есть, и губим просто вот эту вот прекрасную, замечательную способность в детях на корню. Рубим своими глюками, своими какими-то своим воспитанием, типа правильным, на самом деле неправильным. И что-то пытаемся там в ребенке исправить, хотя на самом деле там исправлять нечего. Они уже правильные рождаются, они помнят, они знают, они чувствуют, они видят, они все делают лучше, чем мы, просто надо им не мешать и иногда корректировать поведение, чтобы они просто не вляпались в наш мир, как говорится. Ну, например, не обожглись или не порезались, или пальцы в розетку не всунули. Ну, вот такие вот чисто элементарные физические моменты. То, что мы как бы должны оградить просто ребенка от бедульки, скажем так. И у меня возникла мысль, что нужно создавать школу именно для детей, эзотерическую, когда детки еще чистые, когда они еще помнят, когда они видят, и просто взращивать вот эту способность не возобновлять, как мы это делаем на протяжении 3-5 лет, и то уже где-то после 30, в лучшем случае, а то и после 40, когда мы начинаем вспоминать себя, кто мы, что мы и зачем мы в этом мире вообще. И через вот эти все детские травмы мы их начинаем сначала прорабатывать, потом мы
ой, а я же вообще тут не своим делом любимым занимаюсь, и начинается смена профессии, потом там еще смена окружения, и вот эти все проработки, вот эта вся возня занимает время. Мы тратим время на то, чтобы отказаться от прежней жизни, перейти в новую жизнь. Это сложно, психологически тяжело. Многие впадают в депрессию. И я к чему это все говорю? Просто зачем тратить время, зачем идти такой сложный путь, если можно просто взять ребенка и показать ему, что вот этот мир, который они чувствуют, который они видят, это на самом деле так и есть. Он нормальный, он адекватный мир, что жить в потоке — это хорошо, просто нужно немножко его контролировать, вот этот поток немножко направлять, потому что дети, они всегда живут в потоке, они не чувствуют время, они видят только пространство и тонкие энергии. То есть, если вы заметили, дети вообще, они абсолютно не ощущают, что такое время. То есть, это человек маленький, который полностью живет в потоке. Поэтому только мы можем регулировать вот эти грани, где там, когда просыпаются, допустим, дети сами, когда уже там спать пора, или когда там покушать бы, или, желательно, да, не заставлять, конечно. И когда какой-то одна игра должна там другую сменить и так далее. Когда из сидячего положения, дети, в принципе, тоже сами все это знают, из сидячего положения перейти, подвигаться. Это мы можем сидеть часами и потом, как старая бабка, вставать и мучить свою спину, разминаться и так далее, ходить на йогу. У нас есть такой прикол, да, мы не ощущаем свое тело так, как дети. Они все-таки очень классные в этом смысле, что они вообще настолько классно ощущают свое тело, у них не бывает зажимов в организме, вы представляете? У них настолько тонкое ощущение своего физического тела и в связке со своим энергетическим телом, что у детей я не видела зажимов вообще. Если это здоровый ребенок, без врожденных каких-то физических отклонений или без физического повреждения, намеренного, да, у них не бывает вообще. А у взрослых, если я например, даже я практикую постоянно, я стараюсь всегда держать свою спину ровно и не пережимать свои сосуды, суставы, не передавливать и так далее, но все равно у меня бывает, какие-то бывают зажимы в спине до сих пор. Про проект альтернативной школы для детей Индиго и с экологическим обучением и обучением йоге. Именно йоге, а не другим каким-то физическим нагрузкам, потому что йога дает очень хорошее ощущение связи энергии нашего тела физического. То есть они неразлучны. Они всегда были и всегда будут вместе. Мы так устроены, организм. Что физическое тело без энергетического, оно не может существовать, оно умрет, физическое тело без энергии. И именно йога, потому что это наиболее щадящий метод нагрузки и растяжки наших суставов, мышц и сухожилий. А также йога – это вообще универсальный инструмент для прокачки тела и для прокачки духа. Я наблюдаю, что это идеальный вид спорта от мала до велика и, в принципе, практически в любом состоянии здоровья. Просто если здоровье чуть-чуть уже, скажем так, ослаблено, просто даешь меньше нагрузку и просишь человека, чтобы он не делал это через боль, не делал это через неприятные ощущения. Вот и все. Делает настолько, насколько ему именно комфортно.
Нету такого, что типа, я сейчас там сяду в шпагат, там задавлю себя, заставлю, как меня в детстве заставляли садиться в шпагат. Я занималась сначала гимнастикой, потом спортивной аэробикой, потом бальными танцами, и меня везде насиловали и заставляли садиться в шпагат. Это был какой-то ад просто. Я вспоминаю это с дрожью в теле. Это ужасно. И вот эти вот маленькие малявочки в 4-5 годиков, да, у них тело пластичное, эластичное, но все равно вот эта нагрузка, я считаю, что она все-таки травмирует, и, на мой взгляд, можно более щадящие виды спорта применять все-таки к деткам. В игровой форме. В игровой форме, потому что ребенка можно увлечь из потока в другой поток только в игровой форме. Заставить будет протест, это точно. Вот современные школы и детские сады, они, конечно, дают базовые знания, да. Но стандарт этих базовых знаний не меняется уже много десятков лет. И как минимум 3 поколения людей, они выросли в подобном обществе. И я вспоминаю свою школу, да я не хотела вообще туда ходить. В институт я вообще не хотела ходить. У меня настолько было отторжение от вот этой классики обучения, что я не помню даже практически ничего оттуда. Английский я учила сама. Книги я читать не хотела, потому что через напряг, через то, что заставляют постоянно, вот надо, давай, делай, потому что, иначе вот тебе там плохую оценку поставят, а маме там показать нельзя, или там папа будет ругаться, типа, что я плохо учусь. Это было ужасно. И вот эти вот все, то, что я сейчас перечисляю, это все детские травмы, которые формируются в процессе обучения, в процессе наших каких-то физических нагрузок, потому что ребенку куда-то ходить надо, ему где-то надо тратить свою энергию, и в процессе траты вот этой физической энергии и в процессе обучения мы настолько себя ломаем, что потом такие в 30 как отсюда вылезти из этой опы, в которую я попал. И начинается работа с психологом, работа с мастером, на гвоздях стоят, там йогой занимаются, и много еще всяких интересных практик. Зачем? Надо делать школу именно такую, чтобы взращивать детей уже правильно, не ломать их, а наоборот помогать им расти и развивать свои способности. И как раз вот эта специальность helper, которую я говорила уже в нашем не телеграм-канале, а на нашей инстаграм-страничке рабочей, я ее укажу под видео, в постинформационном обществе, когда роботы заменят практически всех людей, что искусственный интеллект уже и сейчас, даже на сайте знакомств можно сидеть, переписываться с искусственным интеллектом и получать от этого удовольствие. То есть искусственный интеллект заменит многие сферы нашей жизни. И когда вот это произойдет, а куда деваться людям? Они многие потеряют работу. И что произойдет тогда? Будет массовая депрессия. Реально, вот просто подумайте об этом. Куда деваться людям, куда деваться кассирам, куда деваться учителям в школе даже тоже, потому что все массово переходят на онлайн-обучение. Все массово переходят на обслуживание компьютеров, на обслуживание ИИ, на программное обучение, на программирование. То есть это те востребованные профессии, которые... Вот мы туда идем именно. Вот в это русло, что полная автоматизация с искусственным интеллектом. Поэтому профессия helper, мы ее тоже учитываем и обучаем ей, чтобы помогать просто людям, вот оказывать вот эту вот поддержку, потому что мы знаем, как это. Мы там были. Я там была. Мне было очень плохо, когда мой мастер сказала, давай работать. Деньги. Я ничего не имею против психологов, сразу простите меня, но это мое личное мнение, я на своем канале его скажу.
Психолог ведет по кругу. Он не обучает человека самого решать свою проблему. Человек подсаживается на психолога как на иглу и ходит постоянно за советом к психологу, чтобы ему рассказали, а как поступить в этой ситуации, а как проработать эту ситуацию. Мы обучаем другому, мы обучаем самостоятельности, мы обучаем брать ответственность за свою жизнь самому, стать сильным, стать лидером. И все это в сопровождении с прокачкой энергии, сначала с очищением, с прокачкой энергии, с прокачкой чакр и с открытием чакр, если они закрыты, со снятием блоков, с проработкой отношений с родителями, мужем, детьми, обществом, вообще с пониманием любви к себе, уважением к себе. Потому что если мы себя не уважаем, мы не можем никого уважать. Потому что мы у себя одни, и если мы себе сами не помогаем в этой жизни, то, честно, вот я вам скажу, никто не будет помогать. Только вы в первую очередь. Поэтому я считаю, что нужно создавать такую школу, которая будет с самого детства рассказывать детям, что и как в этом мире правильно взаимодействовать, что такое энергии, как безопасно с ними работать, как, чтобы у них не закрывалось духовное зрение, чтобы они умели коммуницировать с людьми, в команде работать, чтобы они, я не знаю насчет денег, скоро у меня есть ощущение, что будут только цифровые деньги, и поэтому, вот это умение умению творить, обучать детей, они и сами, в принципе, могут. Их просто нужно направить по их способностям, по их предрасположенности. Их просто нужно направить. Учиться, в принципе, их учить-то нечему. Они и так что-то помнят. Они помнят свою задачу, для которой они пришли в этот мир. Поэтому учить их особо не надо. И их бы направить на творчество, на созидание, а не на монотонную работу и выполнение просто каких-то бытовых задач. Именно на творчество направлять. Оформлять это творчество, скажем так. Я считаю, что с самого детства нужно обучать детей йоге, энергиям, все, что с ними связано, это целительство, это правильному питанию, потому что нигде никто никого с детства не учит правильному питанию. Если мама с папой неправильно, значит и ребенок неправильно, потому что он берет с них пример. Что такое правильное и неправильное питание? У всех, конечно, свое понимание, но я скажу про себя. Я не ем мясо уже на протяжении более 5 лет точно. Сколько именно? Я думаю, уже около 8 лет я не ем мясо. Около 2 лет я уже не ем курицу, я ем только рыбу и морепродукты. И у меня от этого хорошо. Я не ем сильно жирное, я не ем сильно жареное, сильно соленое. Я пью кофе, я могу выпить бокал вина при желании. То есть, когда я обучалась, я, конечно, не пила ни вино, да я даже кофе не пила, чтобы не сбиваться с того ритма, по которому я иду, пока я обучаюсь. Именно я шла именно на высокую вибрацию, чтобы я все время повышала свой уровень. А сейчас, когда я стабилизировалась, я могу, в принципе, себе позволить, и я не падаю от этого вниз. То есть я не деградирую в своем развитии, потому что я уже зафиксировалась на определенном уровне. Так что, и, конечно же, я считаю, что детей нужно экологии обучать, потому что наш мир – это наш дом. И я бы очень хотела, чтобы он был чище, и на это обязательно нужно обращать внимание с самого детства и объяснять детям, почему именно так, а не иначе. Почему нельзя там кинуть бумажку на пол на улице? Почему там нельзя лить воду, когда ты чистишь зубы? Почему нельзя покупать много одежды, потому что ее все равно потом выкидываешь, если не отдаешь кому-то? Взрослые обычно выкидывают или отдают на благотворительность, куда ни шло еще хорошо. Почему нельзя
чересчур что-то использовать в своей жизни и намеренно вредить природе нельзя. Почему нельзя обижать котов? Потому что это очень частое явление и собак, что дети... Я до сих пор вижу, что дети достаточно многие агрессивно ведут себя по отношению к животным. А откуда они берут этот пример? От родителей. Я не думаю, что какой-то ребенок начнет повторять там за каким-то незнакомым дядей или тетей и начнет просто вот за каким-то незнакомым человеком повторять пример. Нет, за родителями повторяют, к примеру. Да, вот маты. Это вот частое явление. Но это не так опасно, как вред окружающей среде. Матерные слова просто что делают? Они перекрывают вот этот поток, который идет у нас от Сахасрара в космос, даже если она закрыта. Когда вы говорите матерные слова, хотя бы одно, вот этот поток сверху сразу раз и перекрылся. Потому что матерное слово на энергетическом поле – это грязь, это черная энергия. Она сразу, знаете, это как вот в детстве мы играли грязью, да, около там озера или после дождя, такое ляп, сюда перекрылся сразу поток. И потом он, конечно, восстанавливается, но зачем его перекрывать, если можно просто не использовать матерные слова? Я это все говорю к тому, что нужно прививать культуру здорового тела и культуру чистоплотности и бережливости с самых ранних лет, и культуру правильного использования своих энергий, безопасного использования, безопасного взаимодействия с окружающим миром. И это базовые знания, которые человек должен знать по умолчанию, должен их не забывать, должен их помнить. Почему нужно именно чисто разговаривать? Не потому, что это неприлично, а потому, что это именно на энергетическом теле видно, и это вредит. Не сильно, но вредит. Это загрязняет нашу ауру. Это банально. Зачем пачкаться, если можно не пачкаться? Вот. Культуру физического тела. Почему нужно, чтобы физическое тело было крепкое и здоровое? Просто для того, чтобы накапливать большие объемы энергии горячие для жизни, для творчества, нужно крепкое физическое тело. Хлипкое и больное физическое тело, оно не будет держать энергии, оно будет болеть. Оно будет болеть, стареть, умирать очень быстро, будет болеть хроническими болезнями, потому что все наши изначально хронические болезни и любые вообще болезни, они сначала начинаются на энергетическом теле. Если есть зажим где-то, вот позвоночник, да, в позвоночнике где-то есть зажим, скажем, где-то есть проблемка, он начинает болеть. Если не сделать зарядку, он будет болеть дальше. Если ничего не делать продолжительное время, там может появиться какая-нибудь проблема типа грыжи. Я не знаю, что это такое, но я слышала, что у людей такое происходит. Это все происходит из-за того, что есть энергетический зажим. Поэтому вот эти все элементарные вещи. Что такое любовь на самом деле? Никто не учит этому в школе и в саду. Что такое любовь? Мы все в зависимостях живем. Мы все, а потом слушаем, ой, абьюзер, ой, там какой-то еще юзер какой-то. Никто не учит самоценности. Вот этому надо учить детей с самого маленького возраста. Я именно вот за это, чтобы учить их вот этому. А не математике, физике. Да, это очень важно, может быть, кому-то, кто будет по специальности этой работать. Я вообще не помню этого. Я ненавижу математику, физику, химию и так далее, но оно мне, в принципе, в жизни и не пригодилось. А у нас это идет как базовые знания всем по стандарту, да, квадратик. Знаете этот мемчик? И всех вот так вот нас по струночке ведут, чтобы мы потом были удобными в системе нашей прекрасной. Если есть желающие присоединиться, если кто-то поддерживает мою прекрасную идею, если есть люди, которые хотят создавать команду, если есть люди, которые хотят инвестировать в этот проект, именно в школу,
Мне даже не важно, где она начнет свое существование. Сейчас я живу на Кипре. Можно и тут делать. Я просто хочу, чтобы она была, чтобы она началась хоть с чего-то. И хотя бы с базовых таких понятий, как йога, биоэнергетика, экология и какой-то стандартный набор, типа рисование, чтение, счет для детей, да? Шахматы, возможно, потому что шахматы очень хорошо логику развивают. Все-таки иногда у нас тут логика нужна в этом мире. У некоторых детей все-таки больше логическая сторона, чем интуитивная развита. У мальчиков особенно, потому что девочки больше интуитивно поступает женская энергия, да, она чувствует больше. А мужская энергия, она все-таки призвана контролировать вот эту чувственность. И вот этот океан, женская энергия, допустим, а вот эта мужская энергия – это берега. То есть она, все-таки мужская энергия нужна, чтобы контролировать, чтобы он не выплескивался, да. Вот эта мужская энергия нужна для того, чтобы просчитывать наперед какие-то ходы, потому что женщине, если дать 10 тысяч долларов, она их все может потратить за 3 дня. А мужчина все-таки будет считать, рассчитывать. И я не говорю, что все женщины так делают, но большинство. Нам привычнее, женщинам, действовать по ощущению. Вот я хочу, я делаю. Я хочу сейчас вот это, и я делаю. Я хочу сейчас вот столько, и я все потрачу. А мужчина все-таки он считает, ага, если нового источника нету, значит тратить пока не надо. Что еще сказать? Спасибо за внимание. Я думаю, что более или менее я свою мысль озвучила. И самое важное все-таки научить наших детей ценить, любить себя в первую очередь, а также окружающих. И стараться объяснить им, чтобы они приносили пользу в первую очередь себе, потом уже окружающему миру. Не делали самопожертвования, если нету такой миссии в этой жизни, а она не у многих есть, вот это самопожертвование, да, это миссия, как у Христа я называю. Миссия пророка. Она есть не у всех, далеко не у всех, поэтому все-таки мы сюда приходим обучаться, вспоминать себя, исцелять себя, помогать вспоминать другим, помогать исцелять других, творить, созидать, потому что мы все части Творца, мы части Создателя, поэтому мы маленькие творцы, маленькие создатели. И я все-таки прошу каждого человека, который сейчас смотрит это видео, прислушаться и постараться меня понять, почему это важно, почему это нужно именно с детей начинать и обучать их уже немножечко по-другому, потому что мир меняется, и он стремительно меняется. Я иногда даже сама не успеваю за какими-то событиями, новостями, и сама удивляюсь иногда. Поэтому все-таки важно обучать наших детей, чтобы они пользу миру приносили. И вы, пожалуйста, те, кто смотрит это видео, вы прислушайтесь к себе и подумайте, кто вы, зачем вы тут, какая у вас задача в этом мире, и любите ли вы себя и свою жизнь, какая она есть сейчас, любите ли вы мир такой, какой он есть сейчас, что бы вы хотели в себе сейчас поменять в своей жизни или даже в целом мире. Подумайте об этом, запишите это, потому что если не писать, очень быстро забывается. У нас мозг так устроен, что тут помню, там не помню, потом уже пошел посуду мыть, кошку кормить и заниматься какими-то бытовыми делами, какой-то суетой. Подумайте, каким вы видите идеальный мир просто для себя. Это очень простые вопросы такие, но когда вы начинаете о них задумываться, то сначала появляется ступор,
потом становится очень грустно, потом охватывает злоба, потом у вас появляется желание срочно что-то делать и исправлять, но я про себя говорю, потому что я особо не знаю, как у других это происходит в голове, я говорю, привыкла судить по себе именно. Вот. Важно эти мысли записывать сразу и потом стараться использовать вот эти вот изменения, которые вы хотите сделать, на свое благо, на благо своей жизни. И очень важно уделять внимание более, как бы их назвать, высоковибрационным таким задачам, не просто повседневной суете и бытие, более важным таким вопросам, которые не являются материальными. И чуть-чуть заглядывать в будущее. Нужно просчитывать, писать, интересоваться какими-то мировыми вопросами, технологиями, обсуждать эти темы с единомышленниками, собирать круг по интересам, собирать команду, делать какие-то проекты, полезные действия. Вот именно в этом и этому же обучать детей работе в команде, записывании мыслей, творении вот этому вот творческому процессу вот этому. Вот. Чтобы обучать этому детей, нужно и саму сначала этому пройти, этому научиться. Я уже немножко научилась, поэтому я хочу делиться теперь и создавать уже команду, и уже приступать к активным действиям, потому что мир, он нас не ждет. И чтобы успеть, нужно бежать. Нужно бежать и берегите себя, друзья. Я благодарю вас за внимание и ставьте лайки, пишите комментарии. Я всегда открыта к коммуникации. Я жду заинтересованных людей, которые хотят работать в команде, которые хотят развивать вот подобный проект школы и воплотить его в реальную жизнь. Возможно, кто-то хочет стать инвестором, или вы знаете, кому интересно было бы стать инвестором такого проекта. Я жду ваших предложений в личные сообщения в Telegram, я его укажу внизу под видео. Познакомимся, поговорим по видео, пообщаемся, найдем общие точки соприкосновения. Пока!